Ты боишься темноты не из-за монстров под кроватью. Ты боишься женщины, которая крадет детей и пьет кровь мужчин во сне. Когда изучаешь демонологию и всех тех странных существ, которые появляются в религиях по всему миру, одна фигура всплывает чаще других. Это имя перешагнуло через тысячелетия и культуры. Оно появляется в древних клинописных табличках из Междуречья, в священных текстах иудаизма, средневековых гримуарах и в современных блокбастерах. Это имя Лилит. Для одних она первая жена Адама, для других – демон ночи, для третьих – мать всех демонов. Ее образ менялся от эпохи к эпохе, от культуры к культуре, но неизменным оставалось одно – страх. Страх перед женщиной, которая не подчиняется, страх перед тьмой, которая приходит во сне, страх перед той, кто охотится на самое уязвимое – на детей, на спящих, на тех, кто не может защитить себя. Но кто она на самом деле? И почему ее образ так прочно засел в коллективном бессознательном человечестве? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется отправиться в путешествие длиной в 5000 лет, от древней Месопотамии до современных видеоигр и сериалов. Ламашту – древняя предшественница. Самые ранние следы того, кого мы сейчас называем Лилит, уводят нас в древнюю Месопотамию, за 1000 лет до того, как была написана Библия. Там, в шумерских и аккадских текстах, упоминается существо по имени Ламашту. Ламашту была дочерью небесного бога Ану, но это родство не делало ее божество в привычном смысле. Она была злой силой, которую боялись больше, чем любого другого демона в пантеоне. Ее описывали как чудовище с головой льва, телом осла, птичьими когтями и змеей в руке. Но важнее внешности была ее функция. Ламашту была ночным кошмаром каждой беременной женщины. Она воровала младенцев прямо из утроб или сразу после родов. Она высасывала их кровь и костный мозг, а потом грызла оставшиеся кости. Сами матери тоже не были в безопасности. Ламашту могла убить их во время родов или вызвать выкидыш, если ребенок еще не родился. Но и это не все. Ламашту не ограничивалась беременными. Она пила кровь и пожирала плоть мужчин, проникала в их сны и превращала их в кошмары. А где она проходила, там оставались болезни, эпидемии и смерть. В древней Месопотамии существовали целые ритуалы, чтобы защититься от нее. Амулеты, заклинания, фигурки-обереги, которые вешали над кроватями рожениц. В этих историях о Ламашту без труда угадываются черты будущих вампиров и суккубов. Она пьет кровь, она охотится ночью, она соблазняет и убивает. И хотя Ламашту не совсем Лилит, она стала тем фундаментом, на котором вырос образ ночной демоницы, который через тысячелетия перекочует в иудейскую и христианскую традицию. Два сотворения в бытии. Чтобы понять, как Ламашту превратилась в Лилит, нужно заглянуть в Библию, а точнее в самую первую ее книгу «Бытие». И там нас ждет странная деталь, которую многие пропускают. В первой главе Бытия говорится, что Бог создал человека по своему образу и подобию, мужчину и женщину, одновременно. Все просто, сотворил их вместе, благословил и дал власть над миром. А вот во второй главе совсем другая история. Сначала Бог создает Адама из праха земного, потом наводит на него глубокий сон, затем берет одно из его ребер и создает из него женщину, Еву. Две версии подряд, и они не совпадают. Для верующих это стало серьезной проблемой, потому что Священное Писание не может противоречить само себе. Ученые мужи и богословы нашли выход. Они решили, что это не два рассказа об одном и том же событии, а два разных события. Значит, Бог создавал женщину дважды. Сначала вместе с мужчиной в один день, потом из ребра позже. Первую женщину в Бытии не называют по имени, но в более поздней иудейской традиции, в текстах, известных как Мидраш, ее назвали Лилит, вторую – Евой. Так в иудейской традиции появилась версия о первой жене Адама. Та, которую он отверг, и та, которая исчезла из Библии, но осталась в фольклоре. Только вот исчезла она не просто так, а превратилась в нечто куда более мрачное. Бунт и бегство. Средневековые тексты, такие как знаменитый алфавит Бен-Сиры, созданный предположительно между VIII и XI веками, подробно описывают, что произошло дальше. Согласно этим текстам, Лилит была создана из той же земли, что и Адам, не из ребра, а из праха, как и он. Значит, она была равна ему, и она отказалась подчиняться. Адам требовал, чтобы она лежала под ним во время близости, потому что это считалось знаком подчинения. Лилит отказалась. Она сказала: «Мы оба созданы из земли, мы равны».
И когда Адам попытался настоять на своем, Лилит произнесла вслух истинное имя Бога, то самое, которое нельзя было произносить, и в тот же миг стала крылатым демоном, покинув Эдемский сад. 3 ангела, Синой, Сансиной и Симангелов, бросились за ней, чтобы вернуть. Они настигли ее у Красного моря, но Лилит сказала им: «Я была создана, чтобы наслать болезни на младенцев, и это мое предназначение, я не вернусь». Тогда ангелы заключили с ней сделку. Если она вернется, они пощадят ее детей. Лилит отказалась. Тогда они пообещали убивать по 100 ее демонических детей каждый день. И Лилит согласилась на компромисс. Она оставит в покое любого ребенка, если тот носит амулет с именами 3 ангелов. С тех пор Лилит стала тем, кого боятся матери. Она насылает болезни на младенцев, и только амулет может защитить. Из первой женщины она превратилась в самого страшного врага новорожденных. Талмуд и демоническая сущность, помимо бытия и мидраша, Лилит упоминается и в Талмуде, основном своде еврейского устного закона. Там она появляется 4 раза, и ни в одном из них она не названа женой Адама. Талмуд дает нам совсем другой образ, уже не человеческий, а демонический. В талмудических текстах Лилит – это крылатая демоница с женским лицом. Одно из самых известных упоминаний гласит, что мужчина, который спит в доме один, рискует быть схваченным Лилит. Она собирает его семя во сне, чтобы рождать новых демонов. Это один из самых ранних и четких образов суккуба – демона, который принимает женский облик, чтобы совратить мужчин и использовать их для воспроизводства. В Талмуде также встречаются другие демонические фигуры, связанные с Лилит. Например, Агрот – демон ночи, который охотится на детей и душит их во сне. Лилит и Агрот нередко действуют вместе, создавая целую сеть ночных страхов для самых уязвимых – младенцев, спящих и ослабленных. Здесь Лилит предстает уже не как трагическая фигура, восставшая против подчинения, а как чистое зло. Она не торгуется, она не сочувствует, она просто выполняет функцию – собирает души, убивает детей, мучает одиноких мужчин. И этот образ, гораздо более мрачный и однозначный, надолго закрепится в сознании людей, перекочует в средневековые бестиарии и станет основой для многих современных представлений о женских демонах. 3 ипостаси Лилит. Если собрать все эти разрозненные, часто противоречащие друг другу истории воедино, вырисовываются 3 совершенно разных, но сосуществующих образа Лилит, и каждый из них говорит о разных страхах человека. Первая – Лилит-бунтарка, та, которая отказалась подчиняться Адаму, которая произнесла имя Бога и стала демоном. Это образ женщины, которая не приняла роль подчиненной. Для патриархального общества она была опасна, но для нас сегодня она может быть символом свободы. Вторая – Лилит-соблазнительница. Это та, что приходит к мужчинам во сне, собирает их семя и рождает демонов. Это страх перед женской сексуальностью, перед соблазном, который лишает мужчину силы. Третья – Лилит-чудовище. Та, что крадет младенцев, насылает болезни, убивает детей. Это страх матери потерять свое дитя. Страх женской ярости, которая обращается против самых невинных. 3 ипостаси, 3 воплощения, 3 страха. И все они живут в одной фигуре. Лилит стала архетипом, в который человечество вложило свои самые темные тревоги. И именно эта многогранность сделала ее живучей. Она меняется вместе с культурой, подстраивается под новые страхи, но суть остается прежней. Она – та, кого боятся. Параллели с Ламией и греческими мифами. Истории о Лилит не существуют в вакууме. Удивительно, но в греческой мифологии есть персонаж, чья судьба почти зеркально повторяет судьбу Лилит. Ее зовут Ламия. Ламия была царицей Ливии и любовницей самого Зевса. Но ревнивая Гера узнала об этом и в ярости убила всех детей Ламии. От горя и отчаяния Ламия превратилась в чудовище. Она стала пожирать чужих детей, мстя за своих потерянных. В некоторых версиях мифа она также становится вампирической демоницей, которая охотится на молодых мужчин и пьет их кровь. В этом легко увидеть те же 3 ипостаси Лилит. Женщина-жертва, соблазнительница, чудовище, пожирающее детей. Разница в том, что Лилит восстала по своей воле, а Ламия была проклята за чужой грех, но обе стали монстрами из-за потери своего материнства или отказа от него. Ламия, как и Лилит, стала персонажем-предостережением. Ее история должна была пугать женщин, предупреждая об опасностях похоти, ревности и божественного гнева.
Но сегодня мы можем увидеть и другое. Как древние культуры превращали страдающих женщин в чудовищ, чтобы оправдать страх перед ними. И в этом смысле Лилит и Ламия – две стороны одной медали, два отражения одного и того же архетипа. Блок 7. Лилит в современной культуре. Если вы думаете, что Лилит осталась в древних манускриптах, вы ошибаетесь. Она повсюду. Ее имя стало одним из самых узнаваемых в массовой культуре. Ее образ переосмысливается снова и снова, и каждый раз по-новому. Фанаты «Хроник Нарнии» могут не знать, что белая колдунья – потомок Лилит, первой жены Адама. В сериале «Настоящая кровь» и фильме «30 дней ночи» Лилит – имя вампира. В сверхъестественном она – первый демон, которого соблазнил Люцифер, мать всех падших. В сериале «Люцифер» ее называют матерью демонов. А в «Пятом элементе» есть персонаж Лилу, которая говорит на древнем арамейском и спасает мир, переворачивая исходную историю с ног на голову. В видеоиграх Лилит появилась в Diablo, Darksiders, Devil May Cry, Borderlands, Final Fantasy. В комиксах Marvel есть своя Лилит, в аниме своя. Почему Лилит так популярна? Потому что ее можно адаптировать под любой жанр. Она может быть злодейкой, героиней, жертвой, соблазнительницей, матерью, монстром. Она – пустой сосуд, который каждый автор наполняет своим смыслом, и в этом ее сила. Лилит – это не просто демон, это зеркало, в которое человечество смотрится уже 5000 лет и каждый раз видит что-то новое. Мы так и не узнаем, существовала ли Лилит на самом деле. Была ли она реальной женщиной, которую очернили, или выдуманным чудовищем, которое придумали, чтобы пугать детей. Но ее история говорит о нас больше, чем о ней. Мы проецируем на нее свои страхи перед женщинами, перед сексуальностью, перед материнством, перед бунтом. Она становится тем, чего мы боимся в себе. И пока люди будут бояться темноты, пока будут рождаться дети, пока мужчины будут просыпаться от ночных кошмаров, Лилит будет жить. В книгах, в фильмах, в играх, в снах. Возможно, она уже стоит за твоей спиной, когда ты читаешь это. Или, может быть, она уже давно живет внутри тебя. Какая из трех Лилит тебе ближе? Бунтарка, соблазнительница или чудовище? Или ты встречал ее в совсем другой ипостаси? Напиши в комментариях, я читаю все, что вы пишете, и часто отвечаю. Если хочешь, чтобы мы разобрали еще кого-то из демонов и мифических существ, подпишись, потому что мы только начинаем. В следующем выпуске я расскажу про Асмодея, царя демонов, который был мужем Лилит в некоторых версиях легенд. Обещаю, там будет еще больше мрачных деталей. Как всегда, я ваш проводник мир мифов и легенд. До новых встреч!